История историей, но есть сегодняшний день, в котором мы обитаем. И в этом сегодня мы расхлебываем ошибки прошлого. Весь канал об этом. И у меня назрела острая необходимость have my say, когда я увидела эту страшную таблицу. Мы все хотим знать, что происходит в этом мире. Когда ракеты на голову не падают, мир, дружба, жвачка, мало кому нужны эксперты. Большинство людей трудятся целый день и хотят вечерком просто послушать новости. Но когда постоянно гудит сирена и взрываются ракеты, то человек уже не может удовлетвориться новостями. Он включает телевизор или ищет на ютубе какого-нибудь эксперта, который бы ему объяснил, почему вдруг и когда это закончится. Так, после 24 февраля 2022 года резко возрос спрос на военных и политических экспертов. И их развелось такое количество, что народ даже растерялся. Из состояния острого психоза, если называть вещи своими именами, люди стали внимать тем, кто наиболее часто попадался им на глаза, то есть раскрученным типа знатокам ситуаций на фронтах и не только, и постепенно каждый выделил для себя любимого эксперта, а может и пару таковых. И эти эксперты заменили им новости. А в видео об Иракской войне мы отмечали такой момент. Когда британский генерал-майор Патрик Кордингли приехал из Персидского залива домой и послушал какого-то военного аналитика по телевизору, то ужаснулся от того, что тот нес какую-то лабуду, в которой было мало правды. А ведь это тоже был чей-то любимый эксперт. Так что проблема эта общая, а у нас еще она усугубляется тем, что противник наш ФСБ, который не останавливается ни перед чем для достижения своих целей и вмешивается постоянно в наше украинское информационное поле. И вот имеем результат. 1,5 года острой фазы войны, народ определился со своими любимыми экспертами, и мы видим эту страшную таблицу. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Первое место занимает вездесущий Жданов. Надо сказать, что он давно и целенаправленно пытался раскрутиться, и война ему в этом помогла. Жданов сыплет прогнозами налево и направо, у него 608 миллионов просмотров. А вот это 2017 год. Это статья начинающего Жданова на апострофе. Он высказывает недовольство тем, что за 5 лет до широкомасштабного вторжения России в Украину президент Украины Петр Порошенко собрался увеличить оборонные расходы и аргументировал свое намерение военной угрозой со стороны России по всей линии границы. Действительно ли сегодня исходит повышенная опасность от российской агрессии? И что стоит на самом деле за заявлениями Порошенко, апострофу рассказывает военный эксперт Олег Жданов. И вот цитаты великих. Жданов. Военная угроза со стороны Российской Федерации присутствует, но она не настолько велика, чтобы в такой кризисный момент начинать увеличивать расходы на оборону. Поэтому заявление Порошенко можно расценивать как запугивание населения. Такое впечатление, что президент дает неадекватное заявление. Дело в том, что президент на сегодняшний день не контролирует ситуацию. А Петру Порошенко главное, чтобы люди не вышли на протест. Поэтому у него стандартная фраза «Не качайте лодку, а то Путин нападет». У Порошенко один план – доллары. Он очень жадный человек и не может остановиться. Он чувствует, что теряет контроль. Порошенко не контролирует ситуацию и мечется из угла в угол, не зная, что делать. Можно надеяться на то, что олигархи додавят и Порошенко распустит Раду. Оснований для этого более чем достаточно. Конец цитаты. Удивительно, правда? Плохой Порошенко строил тогда армию и мешал этим только стране-агрессору. Но военный эксперт Жданов предлагает вообще его переизбрать, чтобы он не запугивал население широкомасштабным вторжением. Я до 2022 года вообще не знала о существовании Жданова, но после нескольких видео с ним почувствовала специальную подготовку профессионального пропагандиста. Первое. Внешний вид. Человек из народа – это обязательное требование. Выглядит он, как обычный дядька, сосед по дачному участку.
потому что обыватель любит простоту и доверяет тем, кто на него похож. Второе. Быстрая речь. Сыпет цифрами с уверенным видом. Такой техникой владела и дама с бубликом. Недавно эту технику продемонстрировал Бобби Кеннеди Джр. Он пробежался по американским телеканалам и известным блогерам, где впаривал кремлевские месседжи о том, что Путина спровоцировали. И посмотрите на манеру. Хотя ему и трудно говорить, но говорит Бобби Джуниор уверенно, имидж справедливо возмущенного дядечки. Russian leader who wants to, restore the Soviet Empire, and that's why, and who made an unprovoked invasion of the Ukraine. He was provoked, and we were provoking him, for since 1997. And it's not just me that's saying that. I mean, before Putin ever came in, we were provoking the Russians in this way unnecessarily. Из этого вытекает в-третьих, такая болтовня усыпляет зрителя, превращается в фон, во время которого удобно делать нужные вбросы. Есть такой метод – не перечить. И если Жданову задать острый вопрос, он обязательно сначала согласится. Вы правильно говорите, а потом начинает впаривать свой текст, где опровергает суть заданного вопроса. В этом видео Бобби Джуниор, как многие тренированные люди, сначала соглашается, что Путин незаконно напал на Украину, а потом начинает проговаривать подготовленный текст о том, как Путина спровоцировали на войну. What is your understanding of why Russia invaded Ukraine in February 2022? Vladimir Putin could have avoided the war in the Ukraine. His invasion was illegal, it was unnecessary, and it was brutal. But I think it's important for us to move beyond these kind of comic book depictions of of this insane, avaricious Russian leader who wants to, restore the Soviet Empire. And that's why, and who made an unprovoked invasion of the Ukraine. He was provoked. Вот поэтому Жданов так зашел большинству украинской аудитории, именно своей простотой и болтливостью. Потому что в большинстве случаев он говорит ура банальщину, причем именно ту, которую конкретный редактор, ведущий или зритель хочет от него услышать. Вот, вроде бы артиллерист, а говорит быстро и уверенно. И свою методичку данный эксперт отрабатывал до 22 февраля. Россия побаивается. Комментируя расположение российских войск вдоль границы Украины, Жданов в эфире канала «Украина-24» отметил: это больше похоже на запугивание и демонстрацию силы. Россия побаивается прямого боевого столкновения с вооруженными силами Украины. На сегодняшний день вероятность полномасштабного наступления очень низкая. Но, как видим, популярность Жданова, несмотря на все эти его вбросы, выросла до небес. И он уже смело комментирует и политические события, и дает бесконечные прогнозы. Посмотрите, как росла частота его эфиров. Сейчас это сплошная линия по сути. Жданова продвигает ТСН, он не вылазит с единого марафона. Он любимец власти и ни единого слова критики в ее адрес не допускает. Второй неприятный вывод из этого исследования. 40% экспертов – это представители страны-агрессора. 80% трафика в украинском YouTube-эфире им обеспечили 5 каналов. Канал Гордона, Фабрика новостей, Политека, а также 24 канал и Прямой. Почти все хорошие русские – это скрытые ФСБшники. Чтобы себя легитимизировать, такие товарищи, как Фейгин и Латынина, приглашали на эфиры любимца дам Арестовича. После того, как Арестович рассорился с офисом президента, Фейгин его бортанул. Почти все эксперты
страны-агрессора убаюкивает украинское население такими сказками, что Путина завтра скинут, или он страшно болен, и дни его сочтены. Типа, зачем воевать? Остановитесь, подпишите мирный договор и ждите, пока Россия сама посыпется. Хорошие русские твердят мантру ФСБ о том, что Беларусь и Россия тоже оккупированы Путиным и Лукашенко. Мантра о войне башен в Кремле. Хорошие русские пытаются протащить старый заюзанный тезис, что это не народы воюют, а политики, а солдаты вооруженных сил России – это бедные несчастные наши мальчики. Так что исследование это удручающее. Тот же Рамис Юнус когда-то возмущался, почему на украинском телевидении так много ФСБшных экспертов. И это видит весь мир, какой у нас бардак в информационном поле. Так что же делать, чтобы не попасть в информационную ловушку? Во-первых, если вы сами не эксперт, как, например, Портников, который спецом изучает вбросы, штудирует с карандашом в руке речи Путина, просто исключите из ваших любимых экспертов всех представителей страны-агрессора, а в первую очередь так называемых хороших русских. Второе. Если у вас уже сложилась пара-тройка любимых экспертов, отписывайтесь от них немедленно. Скорее всего, их 2-3 не потому, что они разные, а потому что говорят примерно одно и то же, и вам кажется, что это и есть картина мира. Третье. Как правило, люди выбирают себе экспертов из своего поколения. Одним заходит Швец со Ждановым, тем, кто помоложе, Стерненко и Карась. Помните об этом, это тоже ловушка. Любой вброс легче заходит, если его произносит ровесник. Четвертое. Также люди выбирают себе эксперта по региональному принципу. Он же наш Донецкий, он же наш Днепропетровский. Пятое. Если ваш любимый эксперт светится часто на Едином марафоне и ТСН, смело отписывайтесь. Изучите эту таблицу внимательно и сделайте выводы. Шестое. Отпишитесь от всех, кто убеждал, что Путин не нападет. Подпишитесь на тех, кто бил в набат, кричал, что завтра война и надо к ней готовиться, а не дороги строить. Седьмое. Почитайте внимательно биографию любимого эксперта, проанализируйте, нет ли там зашкваров и не похожа ли она на легенду. И, наконец, уже возник вопрос, а сама ты кому доверяешь из этого списка? Да, там есть с десяток нормальных людей, но то, что они скажут, я и так знаю, поэтому я на них не подписана. Откуда же я черпаю информацию? Первое. Из Фейсбука и Твиттера. Я не буду называть этих имен и ников. Большинству из вас они ничего не скажут. При том, что список этот постоянно меняется. Я слежу с 2014 года за инфополем. Подписываюсь на тех, кто в гуще событий. Только 3 остались в списке с 2014 года. Из них 2 волонтера. Потому что у меня несколько принципов. 1 раз зашкварился, беру на заметку. 2 такое, но уже не доверяю. 3 отписываюсь или оставляю, чтобы понаблюдать. Потому что к ужасу моему еще и Поросюк Семенченко кому-то эксперты. Поэтому, если до меня долетает новость, что кто-то что-то сказал хорошее и правильное, а я уже от этого человека отписалась, значит он где-то стратил. Но, повторяю, есть и зашкваренные, то есть те, которому верить нельзя, но я за ними слежу, смотрю, кто их лайкает. Отсюда второй принцип. Если вижу, что самый прекрасный лидер мнений поддерживает того, кого я считаю зашкваренным, то к такому прекрасному лидеру мнений я буду относиться настороженно. Третий принцип. Если человек сыпет постами по 100 раз на день, даже если он самый распрекрасный, отписываюсь, он засоряет мою ленту, я могу пропустить других интересных комментаторов, а его умное наблюдение принесет в ленту другой мой френд. Четвертое. И очень важное – репутация. Как часто мне говорят, дай факты, почему тот или иной прекрасный человек тебе не нравится, иначе ты не объективна. Как выбирают мэров согласно репутации? Об этом мы говорили в ролике о Хей Ривер. Так вот, слово репутация происходит от латинского reputatio, буквально обдумывание, размышление. Реноме по-французски – это слава человека, добрая или плохая, как и чем кто слывет. Репутация является общественным мнением о ком-то или о чем-то, социальной оценкой
или устоявшимися представлениями о личности или объекте, влияющем на отношение общества к этому лицу. То, что 1+1 пытается раскрутить Притулу, уже пятно на его реноме. Спутник Притулы. Чек на покупку так он и не показал. А ведь люди донатили ему на Байрактар. Третье. Смотрим, кто кинулся на его защиту. Сам замешанный в коррупционных скандалах Резников. В защиту Притулы пошла мощная информационная поддержка, организованная политтехнологами власти. Или возьмем Наталью Юсупову. Я на нее подписана с 2014 года. И доначу ей понемножку, но до сих пор. Репутация у нее достаточно высокая. Она не вылазит с госпиталя с 2014 года. Есть у нее и проколы, поддерживала мутную партию «Пропозиция». Но как волонтеру я пока ей верю, потому что она выставляет чеки и счета. Таким образом, список моих аналитиков постоянно обновляется. И отсюда пятый принцип. Я не считаю себя самой умной и аналитичной. Есть люди, которые гораздо умнее меня, и я их ищу в интернетах. И вот так методом фильтра нахожу. И пока до вас долетит какая-то новость, мои эксперты уже ее перетрут и донесут до меня в пережеванном виде. Они мне расскажут, если я пропустила, кто есть кто, кому можно доверять, а кому нет, что стоит за той или иной новостью. Например, недавняя ситуация с Берлинской. Для меня эта особа давно была мутным персонажем. Было видно, что кто-то ее курирует, ее пиарят, как Надю Савченко. Они похожи, кстати. Дошло до того, что эту Берлинскую в министры обороны чуть не протащили. Но давайте посмотрим на бэкграунд этой особы. В 2017-м она не смогла привести 2 надежных свидетелей в суд, которые бы подтвердили, что она действительно воевала. И вот ее публичная реакция, как она обращается к суддям. «Я щаслива людина, бо маю підтримку і визнання від кращих людей нашого суспільства. Ви ж вдаєтесь до дешевої помсти. Це виглядає жалюгідно і комічно. Ви боїтесь визнати те, що і так знає мій народ. Мій народ визнає мій вклад в наш спільний захист і буде пам'ятати. А вас, безіменні стерв'ятники, чекає забуття». Какие эпитеты. Глядя на Машу, как-то не верится, что она может так виртуозно излагать. Нарциссизм, мания величия и мания преследования в одном флаконе. Далее выходит статья, як журналисты героизували Марию Кюри. Сейчас эту статью почистили, только в веб-архиве она осталась. Но здесь рассказывается, как Марию раскручивали все центральные каналы. Протягом минулої осені одним із медійних героїв у тилу стала Марія Берлінська, студентка Києво-Могилянської академії. Целенаправленная раскрутка – это уже факт. На центральные каналы так просто не попадают. В 2019 году эта особа, которую прочат на министра обороны, пишет такой вот текст. «Вгодованому патріоту в вишиванці. Чому ти, тра-та-та, не здох? Чому вони вдобрюють собою землю, а ты, сыта гнида, паразитуешь на их памяти?» Я не могу это зачитать полностью, потому что уважаю правила YouTube. Найдите и почитайте сами этот текст, написанный, мягко выражаясь, странным человеком. Так, и второй источник информации у меня YouTube. Наверное, 80% из этих экспертов, что тут в списке, я хоть раз прослушала. Некоторых больше. Ну, кроме Арестовича. Этого я вообще путала до 2022 года с Шарием. Но стараюсь все-таки получать информацию с первых уст. Люди, которые там занимали какие-то должности, какие-то посты, с кем-то встречались. То есть первоисточники. Хотя бывает ошибаюсь, путаюсь. Но мои безымянные эксперты из Твиттера мне помогают разобраться в трудных моментах. Касательно западных экспертов. Часто они знают меньше нас, потому что не осведомлены о наших внутренних раскладах. Они не знают, кто есть кто. А если что-то знают, то не попрут против своих правительств и будут вас тоже успокаивать. Типа Бена Ходжеса. Что вы хотите, чтобы он вам рассказал? Он будет своих защищать и говорить то, что вы хотите слышать. Или Бобби Джуниор, который вдруг как подорванный пробежался по всем американским каналам и блогерам.
Канал Ірини Коновець-Поплавської. Вот такая примерно картина вырисовывается. Надо помнить, что мы видим только 10% из того, что происходит в политике на самом деле. Об остальном можно только догадываться по каким-то штрихам, поведению этих самых политиков. И именно ваши любимые эксперты дорисовывают вам картину мира, потому что знают, что нет у среднестатистического человека времени и желания самому во всем разбираться. Подай ему любимого эксперта и точка. И подают. Именно так работает единый марафон и канал 1+1. Они и до широкомасштабного вторжения рассказывали про мир в глазах Путина, приглашали в мае 22 года на шашлыки в Харьков, убеждали, что войны не будет, а это Порошенко нагнетает обстановку просто потому, что жадные. Потом, в 2022 на время они растерялись, но вскоре воспряли духом, поняли, что спрашивать с них пока не будут, и опять рисовали успокаивающую картину будущего мощного контрнаступления. Приглашали в Ялту, весной на отдых и прочую. Расскажите, пожалуйста, каким вы видите будущее Крыма? И, возможно, какие-то шаги уже можно назвать, какие будут предприняты? Знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев 6, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым, свободным, да, Крым, а в это время оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество. Включусь, вот гарантирую вам обязательно, 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 включусь, вот гарантирую вам обязательно,